Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Шишка на шее сзади. Причины, характер появления и роста. С возрастом тело человека начинает деформироваться. Произойти это может под влиянием различных факторов: несбалансированного рациона, пагубных привычек, либо недостаточной физической нагрузки. В некоторых ситуациях человек может заметить, что в области шеи появилась шишка. Подобный горбик в шейном отделе зачастую образуется из-за искривления позвоночного столба, либо жировых и соляных отложений в шейном отделе позвоночника. Эта проблема обычно начинает беспокоить женщин старше 40 лет. В данной статье мы расскажем, как лечить шишку на позвоночнике в шейном отделе. Образование шишки при шейном остеохондрозе. Заметный горбик, образовавшийся в районе шейного отдела позвоночника, может свидетельствовать о наличии у человека остеохондроза. Шейный остеохондроз – это очень распространенный недуг, который диагностируется даже у совсем молодых людей. Остеохондроз шейного отдела возникает по многим причинам, среди них сидячая работа, при которой человек долгое время вынужден находиться с опущенной головой, например, сотрудники офисов или программисты. Травмы позвоночника, неправильная осанка, сколиоз, отсутствие достаточной физической активности. Возникновение горбика на шее – не единственный признак заболевания. Шейный остеохондроз вызывает у больных массу других неприятных симптомов, среди которых головокружение, боли в голове и плечах, хруст в шее при поворотах, боль и онемение в руках, болезненные ощущения в области грудной клетки, быстрая утомляемость. Перечисленные признаки недуга имеют обыкновение усиливаться во время физической нагрузки. Это доставляет больному серьезный дискомфорт. Заметив у себя симптомы, указывающие на шейный остеохондроз, больному необходимо обратиться за помощью к невропатологу или мануальному терапевту. Если остеохондроз шейного отдела не лечить, то со временем болезнь начнет прогрессировать, а горбик станет еще больше. При остеохондрозе используется комплексное лечение, включающее в себя назначение лекарственных препаратов, предназначенных для внутреннего и наружного применения, таблеток, мазей, гелей, физиотерапию, миостимуляцию, электрофорез и прочее, профессиональный массаж, ежедневную лечебную гимнастику, можно пользоваться упражнениями для позвоночника по системе Нарбекова, занятия спортом. Людям, у которых диагностирован шейный остеохондроз, очень полезно плавание. Человеку с остеохондрозом необходимо обратить внимание на свою кровать. Матрас, на котором он спит, должен быть умеренно жестким. При соблюдении всех рекомендаций врача у больного через 1-2 недели наступит улучшение самочувствия, а шишка начнет уменьшаться и постепенно полностью исчезнет. Для того, чтобы шейный остеохондроз больше не беспокоил человека, ему необходимо регулярно делать утреннюю зарядку, ежедневно совершать прогулки на свежем воздухе, заниматься спортом либо йогой. Как диагностировать? Для начала проводится УЗИ. Рентген назначается, если есть подозрение на шейный остеохондроз либо искривление в позвоночнике. МРТ – это универсальный метод обследования. Он позволит более точно определиться с причиной формирования недуга и появления нароста на шее. Анализ крови и мочи на лабораторное исследование не помогает определиться с источником проблемы. Обязательно следует проконсультироваться с врачом, если помимо шишки при движениях головой и поднятии рук появляется болевой синдром в районе шеи и позвоночника. Кроме того, недуг может сопровождаться такой симптоматикой, как утрата чувствительности в руках и ногах в ночное время, перекос позвоночника в области шеи, головные боли, снижение общей работоспособности. Новообразование на шее – липома. Шишка на шейном отделе позвоночника может быть липомой – подкожным жировым доброкачественным уплотнением. Липома является мягким на ощупь, безболезненным и легко подвижным образованием, которая обычно не представляет опасности для жизни. Растет липома медленно, в отдельных случаях может достигать внушительных размеров.
Причины возникновения такой жировой шишки, как липома, до сих пор не выяснены. Большинство медиков склоняется к версии, что она образуется в результате нарушения метаболических процессов. Существует также мнение, что наличие липомы свидетельствует о зашлакованности организма больного. Разновидностью жирового новообразования является диффузная липома, при которой шишка, появившаяся сперва на задней поверхности шеи, постепенно разрастается и охватывает зону подбородка и ключиц. Шея в обхвате может достигнуть 65 см и выглядеть непропорционально большой в сравнении с головой человека. Несмотря на огромные размеры и устрашающий вид, диффузная липома не сдавливает шейные сосуды и нервы. Такая патология характерна для мужчин после 40 лет. У женщин она не встречается. Липома подлежит удалению путем ее вылущивания, энуклеации из окружающих тканей. Способы лечения. Метод лечения отеков лица и шеи зависит от диагностированной патологии. При выявленном остеохондрозе лечение включает медикаментозные мероприятия, лечебная физкультура, правильный сон и питание, коррекция массы тела. Медикаменты при остеохондрозе – нестероидные противовоспалительные, анальгетики, миорелаксанты, витамины группы В. Хороший эффект при остеохондрозе показали реабилитационные мероприятия – массаж, физиотерапия, мануальная терапия. Эффективное лечение остеохондроза должно быть комплексным. Такой подход избавит от симптомов болезни и предупредит прогрессирование остеохондроза. Уплотнение при атероме. Шишка на шейном отделе может указывать на атерому – кисту сальной железы. Из-за появления кисты сальный проток забивается, и над ним образуется горбик, наполненный гноем. Отличительной чертой такой шишки является ее болезненность. Новообразование может сопровождаться повышением температуры тела. Атерома бывает двух видов. Первичная. Возникает как самостоятельный процесс, с легкостью диагностируется и лечится. Вторичная. Развивается на фоне сопутствующих заболеваний. Шишки могут появляться не только на шее, но и на лице, спине. Атерома – доброкачественная опухолевидная и подвижная при прощупывании образования. Обнаружив у себя на шейном отделе позвоночника болезненное новообразование, человек должен обратиться в медицинское учреждение. Современное лечение атеромы на шее осуществляется тремя способами. Хирургическим. Шишка с гнойным содержимым удаляется через разрез в кожном покрове. После операции остается шрам. Лазерным. Атерому вскрывают, а внутреннюю часть гнойника обрабатывают во избежание рецидивов. Операция малотравматична, не оставляет шрамов. Радиоволновым. Гнойное содержимое уничтожается высокочастотными радиоволнами, процедура безболезненная. После нее на шее не остается никаких следов. Фурункул. Это новообразование, которое образуется в очаге повреждения кожного покрова и инфицирования золотистым стафилококком. Носит гнойно-некротический характер. Характеризуется небольшой шишкой, которая возвышается над кожным покровом. При его созревании капсула лопается, а ее содержимое, гной, извергается наружу. В том случае, когда этого не происходит, воспалительный процесс увеличивается, доставляя массу неудобств. Опасность фурункула в том, что при неправильном его удалении и лечении высока вероятность рецидива. В группу риска попадают следующие категории людей: страдающие ожирением, не соблюдающие правила личной гигиены, тем, кто любит выдавливать прыщи и черные точки. Вид боли. Ноющая боль, которая сопровождается образованием бугорка, заполненного гнойным содержимым. Локализация. Боль сосредоточена непосредственно в области фурункула, но может распространяться и на всю площадь шеи. Диагностика. Фурункул визуализируется при контактном осмотре, но для более точной диагностики потребуются такие исследования, как общий и биохимический анализ крови, кровь на стерильность, соскоб с поверхности фурункула, что позволяет выявить возбудителя воспалительного процесса, консультация иммунолога для выявления уровня иммунитета и сопротивляемости патогенной микрофлоре. Лечение. В
том случае, когда фурункул имеет четкие границы и самостоятельно созревает, данный процесс необходимо ускорить. Применяют мази и крема, которые способствуют вытягиванию гнойника из кожного покрова. Перевязки делают часто, 3-4 раза в день. Каждый раз протирая фистулу раствором спирта, дезинфицируя поверхности. Хорошо зарекомендовал себя лук. Срез луковицы обжаривают на сухой сковороде 2-3 минуты до размягчения, после чего прикладывают к шишке, плотно перематывая стерильным бинтом. При запущенной стадии фурункула требуется его искусственное иссечение. Для этого делается небольшой разрез скальпелем, после чего полость фурункула чистится с помощью специальных хирургических инструментов. Возникновение горба при миогелёзе. Стать виновником появления горбика на шейном отделе позвоночника может миогелёз. Дегенеративно-дистрофические изменения в мышечных тканях, развивающиеся вследствие тяжелой физической нагрузки. Миогелёз чаще всего возникает у людей, усиленно занимающихся силовыми упражнениями. Если во время интенсивных тренировок спинные мышцы спортсмена не выдерживают нагрузки, у него на задней части шеи появляется уплотнение, напоминающее шишку. Чтобы уменьшить размеры некрасивого новообразования, человеку следует сократить количество тренировок. Нужно прибегнуть к услугам физиотерапевта и профессионального массажиста. Эти меры помогут сделать горб менее заметным, но полностью от него избавиться будет очень сложно. Шишка, возникшая на шейном позвонке, не должна оставлять ее обладателя равнодушным. Шея находится рядом с головным мозгом, поэтому все подозрительные уплотнения, которые появляются на ее поверхности, должны быть тщательно обследованы специалистами. Благодаря современным методам обследования организма доктор сможет поставить своему пациенту правильный диагноз и назначить лечение, которое поможет ему избавиться от новообразования. В редких случаях шишка может быть признаком развития у человека злокачественной опухоли, и при несвоевременном обращении к врачу больной рискует не только своим здоровьем, но и жизнью. Шишка в области шеи – это народное название любого образования, возвышающегося над поверхностью шеи. Она может возникать по разным причинам, поэтому для постановки диагноза и адекватного лечения необходимо тщательное обследование. Достаточно часто шишка на шее сзади обнаруживается случайно. Возникает у людей разного возраста, в том числе и у детей. Профилактические меры. Для предотвращения образования нароста на шее следует прибегнуть к профилактике. Спать на кровати с жестким или ортопедическим матрасом и подушкой для улучшения состояния позвоночного столба. Сбросить лишнюю массу тела, следить за правильностью рациона и чаще двигаться. Регулировать уровень гормонов в организме. Заняться йогой, плаванием. Периодически посещать массажиста. Даже в случае отсутствия опасности формирования нароста на шее, такие действия будут полезны для вашего организма и позвоночника в особенности. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.